Представь себе небольшой американский городок, где живет около 100 тысяч человек. Школы, магазины, больницы, дороги. А теперь забудь обо всем этом. В Китае есть места, где вместо людей живут только куры. Миллионы кур. И это не просто фермы, это настоящие куриные мегаполисы. Некоторые китайские птицефабрики занимают территорию в сотни акров. Это десятки зданий, соединенных туннелями и транспортными системами. Здесь работают тысячи людей и еще больше машин. Все выстроено по военному распорядку, строгое расписание, автоматизированный контроль, цифровые системы слежения. Производственный конвейер начинается с яйца и заканчивается снова яйцом, но уже в коробке, готовой к отправке в супермаркет. Одно такое предприятие может производить десятки миллионов яиц в месяц. В день — миллионы, в минуту — тысячи. Секунды, и новые партии уже на ленте. И это только одна фабрика. А таких по Китаю сотни. Почему такие масштабы вообще возможны? Все просто. Спрос колоссальный. Китай потребляет больше яиц, чем любая другая страна на планете. И чтобы накормить более миллиарда человек, нужно строить не фермы, а империи. И когда смотришь сверху на эти комплексы, все кажется почти фантастикой. Но реальность куда интереснее. Некоторые куры в этих мегаполисах никогда не видели солнца. Птица без солнца. Ты думаешь, курица должна гулять по двору, клевать траву, щипать червяков? Не в Китае. Здесь миллионы кур проводят всю свою жизнь в замкнутом пространстве, не видя ни одного солнечного луча. Свет, который они получают, это ровный, тусклый неон, включающийся строго по расписанию. Эти птицы живут в многоярусных клетках, одна над другой. Каждый уровень словно этаж в отеле, только без дверей и окон. Они не могут бегать, не могут расправить крылья. Все, что от них требуется, нести яйца. Каждый день, без выходных. Такое содержание звучит жестко. Но с точки зрения эффективности это гениально. Огромная экономия пространства, полная автоматизация кормления, поения и сбора яиц. Камеры следят за каждой курицей. Если что-то не так, тревога. Болезнь, стресс, снижение яйценоскости – все фиксируется системой. Почему так делают? Потому что каждое лишнее движение курицы – это потеря энергии. А каждая потеря энергии – это меньше яиц, а значит меньше прибыли. Все подчинено главной цели – максимальная продуктивность. Эти куры не просто птицы, это биологические машины, рабочие единицы. И в этой системе даже счет времени идет по-другому, потому что здесь все измеряется не часами, а яйцами. А теперь представь, сколько таких яичных машин производит яйца каждую секунду? 100 яиц в секунду. Сложно поверить, но в некоторых китайских комплектах яйца производятся с такой скоростью, что за 1 секунду более 100 штук. Это не образное выражение, а реальный подсчет. 100 яиц в секунду, без остановки. Как это работает? Вся система — это гигантский конвейер. Курицы несутся строго по графику. Яйцо выкатывается на наклонную поверхность. Дальше — на движущуюся ленту. Лента везет яйца к первичной сортировке. Там камеры, сенсоры, микрофоны. Система моментально определяет дефекты, трещины, лишний вес или, наоборот, недовес. Бракованные яйца уходят в отдельный поток. Дальше упаковка. Скорость упаковки потрясает. Десятки тысяч яиц в час упаковываются без участия человека. Машины аккуратно укладывают яйца в коробки, маркируют, печатают штрих-коды, отправляют в холодильники. Самое удивительное, в процессе почти нет людей. Работники есть, но их задача следить за машинами. Человеческие руки касаются яиц только в случае аварии. И это только один цикл. Все работает нон-стоп, круглосуточно, без праздников, без остановок. Но за этим безумным ритмом стоит один хитрый прием. Некоторые фермеры даже не владеют своими курами. Куры в аренду. Звучит как фантастика, но в Китае это обыденность. Фермеры берут кур в аренду. Не покупают, а именно арендуют. У корпораций, которые контролируют всю цепочку, от яйца до магазина. Как это работает? Есть крупные агрокомпании, у которых есть все: инкубаторы, корма, ветеринарные службы, транспорт. Они предоставляют фермерам не только кур, но и оборудование, инструкции, иногда даже сотрудников. Фермер обязан соблюдать все стандарты, кормить строго по графику, поддерживать нужную температуру, свет, влажность. Взамен он получает процент с проданных яиц. Если курица плохо несется, минус из дохода. Если все идет по плану, стабильная прибыль. Это удобно. Фермеру не нужно вкладываться в покупку 1000 кур и построение всего с нуля. Но и контроль полный. Он не хозяин, а исполнитель. Таким образом, корпорации добиваются стандартизации. Вся страна — одна большая система. И каждое яйцо — часть единого механизма. А рождение этого механизма начинается не в курятнике, а в цехе, где курицы не нужны вовсе. Искусственные матери. Когда-то каждое яйцо высиживала курица. Сегодня все иначе. Миллионы кур рождаются без участия своих матерей. Их создают машины, инкубаторы, которые работают точнее любой природы.
Процесс начинается с так называемого селекционного центра. Здесь отбираются лучшие петухи и куры, здоровые, продуктивные, с нужной ДНК. Их яйца — это элита. Эти яйца поступают в инкубаторы, где внутри поддерживается идеальный микроклимат, температура, влажность, вентиляция, даже звуковой фон. Каждую минуту все контролируется. Через 3 недели из яиц появляются птенцы. Но даже здесь нет места случайности. Камеры фиксируют момент вылупления, автоматически отбраковывают слабых или больных. Дальше сортировка по полу, возрасту, даже весу. Цыплят грузят в ящики и отправляют на фабрики. Интересно, что некоторые птенцы проходят вакцинацию прямо в момент рождения. Автомат вводит инъекцию под кожу в течение секунды. И вот он, старт новой жизни. Без матери, без гнезда, без солнца. Только свет ламп и запах пластика. А сколько времени у них есть? Намного меньше, чем ты думаешь. Жизнь на 3 месяца. В дикой природе курица может прожить 8, иногда 10 лет. Но в китайской яичной империи максимум 3 месяца. Некоторые куры и того меньше. Их жизнь — это строго рассчитанный цикл, где каждый день приносит прибыль, а после замена. Все начинается с цыпленка. Он растет в специальном помещении, где каждый час расписан. Свет включается и выключается по таймеру. Корм подается дозированно. Воды строго определенное количество. Все это нужно, чтобы птица как можно быстрее достигла нужной массы и начала нестись. Как только она начинает давать яйца, запускается обратный отсчет. Пик яйценоскости длится несколько недель. За это время с одной курицы получают сотни яиц. Как только продуктивность падает, ее забирают. Иногда на переработку, иногда в утилизацию. Да, часть кур просто уничтожается, потому что даже мясо с них невыгодно. Замена идет постоянно. Пока одни несутся, другие растут. Пока одни достигают пика, третьи уже отправлены на убой. Этот процесс не прерывается ни на минуту. И все ради того, чтобы конвейер никогда не останавливался. Это звучит как суровая фабрика смерти, но для корпораций это логистика. Для фермеров стабильный заработок. Для правительства продовольственная безопасность. Но что же происходит с этими курами после их увольнения? Там, куда они попадают, перья уже не нужны. Армия без перьев. Когда курица перестает быть полезной для яйценоскости, ее судьба решается мгновенно. Она идет на переработку. Это значит огромные ангары, где работают машины, перерабатывающие куриные тела в мясо, жир, корм и удобрения. Сначала убой. Обычно это автоматическая система, конвейер, где птицы обездвиживаются, оглушаются и отправляются на разделку. Все происходит быстро, без эмоций. Люди лишь операторы. Дальше машины. Снятие перьев, разделка туши, сепарация костей. Мясо отправляется либо в магазины, либо в переработку, на производство колбас, консервов или полуфабрикатов. Но это лишь часть. Жир идет на топливо или корм для животных. Кости на удобрения. Даже кровь может быть переработана. Оставшийся материал, который не пригоден ни для чего, утилизируется с помощью специальных печей. Все утилизируется. Ни 1 грамма впустую. Иногда курицы даже не доходят до этой стадии. Если птица заболевает или не соответствует стандарту, ее уничтожают еще до пенсии. Массовые отбраковки — тоже часть системы. Это жестоко? Возможно. Но в глазах китайских агрокорпораций это просто этап логистики. Цепочка должна быть чистой, слаженной и контролируемой. Контроль начинается с самого начала, с еды, точнее с того, чем кормят этих кур. Секретный корм. Чтобы курица давала максимум яиц за минимальное время, она должна есть то, что выгодно. Не то, что вкусно или полезно, а именно выгодно. И тут начинается магия кормовых лабораторий. Корм для кур в Китае — это не просто зерно. Это формула. Смесь из кукурузы, соевого шрота, минералов, белков, жиров, витаминов и добавок. Иногда антибиотики. Иногда стимуляторы роста. Все, конечно, в разрешенных дозах. Но что это значит на практике? Некоторые фермы используют добавки, которые ускоряют половое созревание кур. Другие повышают скорость яйценоскости. Есть даже вещества, влияющие на цвет скорлупы. Все ради товарного вида и производительности. Корма производится централизованно. Компании поставляют его в запечатанных мешках, чтобы фермер не мог менять состав. Иногда корм подается в жидком виде, прямо по трубам, автоматически. Курицу кормят не человек, а компьютер. Такая стандартизация позволяет гарантировать одинаковый результат на разных фермах. И главное — контролировать каждый шаг. Но чтобы обслуживать миллионы кур и 1000 тонн корма, людям приходится уступать место. Машинам. Работы на службе у кур. Когда тебе нужно обслуживать не 100, а 1 000 000 кур, но человек не справится, даже 100 человек не справится. Поэтому китайские птицефабрики массово переходят на роботов. Роботы раздают корм, следят за температурой, убирают отходы, моют клетки. Есть даже дроны, которые патрулируют ангары, фиксируют температуру и состояние кур по камерам.
Искусственный интеллект определяет, если птица ведет себя неправильно. Стресс, болезнь, вялость – все видно по движениям. Роботизированные руки убирают яйца с ленты и аккуратно укладывают в ячейки. Они делают это быстрее и аккуратнее, чем человек. И главное, не устают. В одном из китайских комплексов работает менее 50 человек на миллион кур. Все остальное делают машины. Это не фантастика, это стандарт. Операторы сидят в отдельной комнате и смотрят в экраны. Их задача — следить за тем, чтобы роботы работали без сбоев. Если что-то идет не так, вмешиваются. Но чаще всего все идет по плану. Роботы не болеют, не жалуются, не просят отпуск. И они уже почти полностью заменили людей в одном особенно важном процессе — яйцо без человека. От момента, как яйцо появляется под курицей, до момента, когда оно оказывается на прилавке магазина, человек может не прикоснуться к нему ни разу. Это новый уровень автоматизации, и Китай стал его лидером. Яйцо выкатывается из клетки прямо на ленту. Система сканирует его на дефекты. Если все в порядке, оно движется дальше. По пути его моют, дезинфицируют, сушат. Дальше вес. Вес определяет сорт. Затем упаковка. Все это делает один непрерывный механизм, без остановки. Уже в коробке яйцо получает маркировку, откуда оно, когда снесено, на какой фабрике. Вся эта информация шифруется в QR-код, напечатанный на этикетке. В супермаркете ты можешь просканировать и узнать, в каком ангаре родилось это яйцо. Погрузка в фуру тоже автоматическая. Складские роботы собирают ящики, укладывают, запечатывают и отправляют в холодильники. Оттуда на транспорт. Человек, он только открывает ворота и нажимает кнопку. Иногда вообще не нужен. Это значит, что в Китае существует система, где яйцо проходит путь от курицы до потребителя полностью автономно. И все это по расписанию. Потому что каждая минута на счету. Особенно, когда дело доходит до управления самой природой. Цыплята по расписанию. Когда дело доходит до живых существ, трудно представить, что ими можно управлять с точностью до минуты. Но в Китае научились даже это. Куры в яичных империях живут по расписанию, которое составляет не человек, а алгоритм. Все начинается с освещения. Свет — главный рычаг управления гормональной системой кур. Яркость, цветовая температура, продолжительность — все выверено. Слишком много света — стресс. Слишком мало — упадет яйценоскость. Поэтому каждая лампа работает по заданной схеме. Температура и влажность также не оставлены на волю случая. Специальные климатические системы отслеживают состояние воздуха в каждом квадратном футе помещения. Если что-то выходит за рамки, сигнал тревоги, мгновенное вмешательство. Есть даже системы звукового сопровождения. Мягкий шум, имитирующий природные звуки, помогает снизить уровень тревожности у птиц. Все это увеличивает количество яиц, а значит, увеличивает прибыль. Птица не принимает решений, она просто живет внутри цифрового ритма, созданного для нее. Ее жизнь начинается и заканчивается по команде из центра управления. Такой подход особенно важен, когда речь идет о фермах, где кур размещают не на земле, а в многоэтажных конструкциях. Этажей больше, чем в отеле. В Китае уже построены десятки вертикальных птицефабрик. Это настоящие небоскребы для кур. Представь себе здание в 10, а то и 15 этажей. И на каждом уровне живут десятки тысяч кур. Не жильцы, а рабочие. Не для отдыха, а для яйценоскости. Почему строят вверх? Земля – дорогое удовольствие. Особенно в густонаселенных районах. Вертикальные фермы позволяют в разы увеличить плотность производства без расширения территории. Каждый этаж работает как отдельная ферма. Собственный климат, вентиляция, корм, свет. Но все они управляются из одного командного центра, как авианосец. Здесь нет случайностей, а все подчинено строгому порядку. Лифты транспортируют яйца между этажами. Автоматические системы перемещают корм, воду и даже отходы. В некоторых фермах установлены прозрачные трубы, по которым яйца проваливаются с верхних этажей вниз, прямо к упаковочной линии. Инфраструктура таких комплексов поражает. Вентиляция, противопожарные системы, резервы питания, резервные генераторы – все как в медицинском учреждении. Внутри этих небоскребов не пахнет фермой. Воздух фильтруется, температура стабильна, полы чисты, почти стерильность. Почти лаборатория. И чтобы поддерживать такую стерильность, нужны технологии, которые обеспечивают комфорт даже в самых неожиданных аспектах жизни кур. Туалеты и кондиционеры. Да, ты не ослышался. На некоторых современных китайских фермах у кур есть... Туалеты, конечно, не такие, как у людей, но система отвода помета организована настолько продуманно, что можно смело использовать это слово. Каждая клетка наклонена под определенным углом. Экскременты падают на подвижную ленту, которая регулярно прокручивается и уносит все вниз, в систему утилизации. Никаких запахов, никаких скоплений. Все чисто, быстро, технологично. Помимо этого, помещения оборудованы кондиционированием. Не просто вентиляцией, а системой контроля климата, аналогичной
тем, что используют в дата-центрах. Стабильная температура – залог здоровья птиц и предсказуемой яйценоскости. Крупные фабрики подключены к системам резервного питания. Если отключится электричество, автоматически включается дизельный генератор. Потеря температуры даже на несколько минут может стоить тысячи яиц. А еще система дезинфекции воздуха через фильтры, ультрафиолет, ионизацию. Бактерии не должны распространяться. Чем чище воздух, тем меньше болезней. А значит, меньше смертей и меньше убытков. Сложно поверить, что вся эта инженерия создана ради обычного яйца. Но когда за этим яйцом стоит целая империя, счет идет на миллионы. И каждое такое яйцо отслеживается. Буквально. Яйцо по коду. На фабрике, где производят миллионы яиц в месяц, важна не только скорость, но и контроль. Поэтому каждое яйцо получает свою метку. Обычно это QR-код, который позволяет проследить весь путь. От курицы до полки супермаркета. Как это работает? После сортировки и проверки яйцо поступает на этап маркировки. Лазерный принтер наносит на скорлупу мелкий, но читаемый код. В нем зашита информация о дате, времени, месте производства, партии и даже о корме, которым кормили курицу. Покупатель может просканировать код в магазине и получить данные о происхождении продукта. Это повышает доверие и позволяет избежать подделок, которых на рынке хватает. Для производителей это тоже выгодно. Если возникает проблема, например, партия с микробиологическим заражением, по коду можно быстро изъять только нужные коробки. Не всю продукцию, а конкретные партии. Это экономит миллионы долларов. Кроме того, государство следит за качеством. Цифровой след каждого яйца – часть программы продовольственной безопасности. Если что-то пойдет не так, виновного найдут быстро. Но что это значит для фермеров? Им больше не нужно ходить по ангару с ведром. Теперь они управляют всем через экран. Фермер как оператор. Если ты представляешь фермера в резиновых сапогах с мешком на плече и петухом под мышкой, забудь. Современный китайский фермер – это человек в офисной рубашке, сидящий перед множеством мониторов. У него нет времени кормить кур вручную, зато у него есть доступ к центральной системе. Через смартфон или компьютер он видит, сколько яиц снесено за последний час, сколько корма осталось, какая температура в 9-м ангаре. Если что-то идет не так, система сама подает сигнал. Нужно только подтвердить решение. Или отменить. Или переключить на резервный план. Большие фермы работают по принципу умного дома. Только вместо дома – куриный мегаполис. Вместо обитателей – биомашины на яйценоскость. И вместо садовника – цифровой менеджер. Да, в некоторых случаях фермер даже не находится рядом с фабрикой. Он может управлять процессами удаленно. Все, что ему нужно – стабильный интернет. Эта трансформация произошла за считанные десятилетия. Но вместе с ней возникли и проблемы. Не все в этой империи блестит, как свежее яйцо. Грязная правда. Снаружи китайская яичная империя выглядит стерильно и отлаженно, но за идеально выстроенными логистическими схемами скрывается теневая сторона. Болезни, химикаты, отходы и утилизация миллионов неидеальных яиц. Несмотря на все технологическое великолепие, ни одна система не застрахована от сбоев. Вирусы – главный враг любой птицефабрики. Один всплеск птичьего гриппа может уничтожить сотни тысяч кур. Чтобы этого не случилось, птиц кормят антибиотиками. Но это порождает резистентность. Вирусы мутируют. И когда случается вспышка, ферму закрывают, кур уничтожают. Такие утилизации происходят регулярно. Их редко показывают по телевизору. Но каждый год в Китае хоронят миллионы кур. Иногда целыми партиями, в траншеях заливая дезинфекцией, иногда сжигают. С этим уходит и продукт. Миллионы яиц, которые потенциально могут быть заражены, уничтожаются. Добавим сюда отходы. Помет, испорченные корма, поломанные яйца, перья, трупы птиц – все это нужно утилизировать. Фабрики стараются перерабатывать отходы в удобрения, топливо и корм. Но при экстремальных объемах часть попросту сбрасывается в окружающую среду. Есть и экологическая проблема – огромное количество электричества, потребляемое фабриками, вентиляцией и роботами. Постоянные выбросы метана, давление на водоснабжение – все это оставляет заметный след. Но, несмотря на все это, Китай продолжает наращивать объемы и делает это успешнее, чем кто-либо в мире. Больше, чем у всех. Китай производит больше яиц, чем любая другая страна на планете. Это не преувеличение. Каждый третий куриный продукт в мире родом из Поднебесной. И если США или Европа еще могут конкурировать по качеству, то по объемам давно сдались. Китай начал развивать свою яичную промышленность еще в конце 20 века, но настоящий рывок случился после 2000-х. Правительство вложило миллиарды долларов в агротехнологии, субсидии фермерам и строительство мегаферм. Результат – более 300 миллиардов яиц в год. Для сравнения, США производят чуть больше 100 миллиардов. Разница в 3 раза. И это только официальные данные.
Реальные объемы, по мнению некоторых аналитиков, могут быть еще выше. Внутреннее потребление огромно. Китайцы едят яйца каждый день. В супах, в лапше, в выпечке, в десертах. Но значительная часть идет на экспорт. Китай поставляет яйца, яичный порошок, полуфабрикаты в десятки стран. Эта система не просто большая, она агрессивно масштабируется, и это вызывает удивление, зависть, а иногда шок. Особенно у тех, кто пытается повторить ее у себя. Американцы в шоке. Когда американские фермеры впервые увидели китайские вертикальные фабрики, у них была одна реакция. Это невозможно. Но это было, и оно работало, причем с производительностью, которая казалась фантастической. В США фермерство все еще во многом остается семейным. Да, есть крупные корпорации, но масштабы и подходы отличаются. В Китае все поставлено на поток. Стандартизация, роботизация, полное исключение человеческого фактора. Американская система столкнулась с тем, что не может быстро перестроиться. Строгие экологические нормы, защита животных, права работников — все это тормозит внедрение китайской модели. Там, где в Китае строят фабрику за полгода, в США нужно пройти десятки согласований. Тем не менее, интерес к китайской модели растет. Американские корпорации изучают ее, внедряют элементы, копируют технологии. Но повторить все целиком практически невозможно. Разные условия, разные правила игры. И пока США думают, как адаптироваться, Китай уже делает следующий шаг. Шаг в сторону будущего, где кур, возможно, вообще не будет. Будущее без кур. Да, звучит странно, но в Китае уже разрабатываются технологии, которые могут полностью исключить кур из производства яиц. Речь о биореакторах и синтетических продуктах, которые имитируют яйцо по вкусу, питательности и текстуре. В лабораториях создаются жидкости, содержащие белки и жиры, идентичные куриному яйцу. Эти составы не требуют кур, инкубаторов, ферм. Только оборудование, дрожжи, ферменты и немного магии молекулярной кухни. Есть и другой подход – генная модификация. Ученые работают над созданием суперкуры, которая будет нести больше, дольше и жить дольше. Некоторые варианты даже предполагают редактирование ДНК так, чтобы исключить болезни. Такой скачок может полностью изменить рынок. Меньше затрат, меньше отходов, меньше рисков. И если Китай первым внедрит эти технологии, он может заново перекроить мировой рынок. Но Китай на этом не остановится, он уже смотрит за пределы своих границ и строит новую яичную империю по всему миру. Империя без границ. Китай понял одну простую вещь. Яйца — это не просто еда. Это ресурс, инструмент влияния. Экспорт продовольствия — это экспорт контроля. И теперь китайские агрокомпании выходят за пределы страны. В Африке Китай строит птицефабрики под ключ, дает кредиты, поставляет оборудование, обучает персонал, взамен эксклюзивные контракты на поставку продукции. В Латинской Америке совместные предприятия. В Юго-Восточной Азии аренда сельскохозяйственных земель. Китай экспортирует не только яйца, он экспортирует технологии, стандарты, подходы. Его модель проникает туда, где местные фермеры не справляются. И это создает новую волну зависимости от китайского продовольствия. На глобальной карте появляется новая ось влияния. Империя, в которой миллионы кур служат миллиардам людей. Империя, где каждое яйцо — это кирпич в стене геополитической стратегии. И все это начиналось с простого яйца в темной клетке. Теперь же это бизнес, масштаб которого не снился даже нефтяным магнатам. В Китае яйца не просто несут, их добывают, как золото. Только быстрее, точнее и в миллионы раз больше.